Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как связать вот такой вот плетеный плотный узор. Здесь, смотрите, вот такие вот есть дырочки в нем. Изнаночная сторона тоже вот так. Он такой будет достаточно теплый за счет всех этих своих переплетений. Идеально будет смотреться в шапке, снуде, вот в этом каком-нибудь зимнем комплекте. Можно также связать еще и джемпер себе, ну, все что угодно, да. Узор такой довольно-таки универсальный. Что еще? Раппорт данного узора составляет 4 петли и 4 ряда. Если мы вяжем вот прямое полотно, да, то для симметрии мы еще добавляем 2 петли в конце и 2 кромочные петельки. Так, то есть количество петель кратное 4, плюс 2 для симметрии добавили и 2 кромочные, и можем уже вязать. Так, в принципе, все, ничего такого сверхъестественного нет. Давайте приступим к вязанию данного узора. Что еще? Для этого узора нам понадобится дополнительная нить. Ну, либо то, на что вам будет удобно переснимать петли. Вот. Поэтому давайте начнем. Первый ряд. Но здесь еще что хочу вам сказать. Сначала, вот если вы вяжете шапку, да, провязываете резинку там 1 на 1, 2 на 2, провязали, и дальше мы с вами начинаем вязать уже первый ряд нашего узора. То есть кромочную я снимаю, и в первом ряду я просто все петли провязываю лицевыми. Неважно, там какие они у меня были, просто первый ряд провязываю полностью лицевые петелечки. Это один раз мы так делаем, и все. Дальше мы уже не будем повторять данную процедуру. Дальше мы уже будем вязать узор. Просто вот когда, если вдруг вы вяжете там, ну вот начало, после резинки, второй ряд вы провязываете полностью изнаночные петли с изнаночной стороны. Так, провязываем, и все. И про первый, второй ряд узора мы забываем. Больше мы их вязать и повторять не будем. У нас будут повторения только с 3 по 6 ряд. Мы всегда будем сейчас чередовать. И начинаем. 3 ряд узора. Кромочную петлю я снимаю. Дальше мне понадобится моя вот дополнительная вот эта вот спица, либо то, на что вы переснимать будете. 2 петли я переснимаю на дополнительную свою спицу. Дальше делаю накид, и следующие 2 петелечки, вот еще переснимаю на дополнительную спицу, перед работой оставляю их, вот эти вот петли. Так, это в 3 ряду. Накид, 2 петли провязываю вместе, делаю убавку. Вот таким вот образом. Так, провязали. Дальше возвращаю эти петли, либо вы можете просто сразу вязать с этой дополнительной петли, как вам удобно. Возвращаю их на место и провязываю лицевые 2 петли. 1 и 2. Провязали. Все, наш раппорт узора уже в принципе готов. Вот эти наши 4 повторения. Дальше опять то же самое. 2 петли снимаю. Оставляю их перед работой, делаю накид, провязываю 2 петли вместе лицевой. Так, опять возвращаю мои вот эти 2 петли на место, провязываю их лицевыми, 1 и 2, и в конце, в самом конце, вот эти мои петельки симметрии 2, я их провязываю лицевыми, 1 и 2 петли симметрии, и кромочная изнаночная. Это был наш 3 ряд. 4 ряд, все петли изнаночные будут у нас. Провязываем его быстро. Так, все, провязали наш 4 ряд.
Ну вот у нас уже видите, что получается здесь, да? Сейчас 5-й ряд нашего узора. Сейчас мы кромочную снимаем, провязываю 2 лицевые, 1 и 2. Все. Это 2 лицевые, это те, которые у меня здесь были для симметрии, они здесь были в конце. А сейчас уже в 5-м ряду они переместились сюда, в начало ряда. То есть я здесь 1 раз провязала 2 лицевые и все. И про них забыла. Сейчас буду провязывать по 4 петли раппорта. Каким образом? Нить сюда, перед работой переброшу, беру дополнительную спицу, снимаю 2 петли и оставляю их за работой. В 5-м ряду все довольно-таки просто. Здесь я провязываю, вот пересняла, и следующие 2 провязываю лицевыми. 1 и 2 лицевая. Все, провязали. Возвращаю 2 петли мои на место. И их тоже провязываю лицевыми. Здесь мы просто меняем петли местами, никаких убавок и накидов не делаем. 1 и 2. Провязали. Так, дальше опять. Ну, это уже идет повторение. Здесь у меня 2 раппорта. 1 и 2 снимаем, оставляем их за работой. Провязываем 1 и 2 лицевую. Дальше переснимаем обратно, либо же можете вязать с этой же спицы или петли, как вам удобно. Так, 1 и 2 мы провязываем. И кромочная, изнаночная получается. Это был наш 5-й ряд. 6-й ряд с изнаночной стороны. Все петельки будут изнаночные. Как бы изнаночные ряды, ничего сложного, все петли вяжете просто по рисунку, по узору, они здесь идут изнаночными, и ничего здесь мудрить особо не нужно. Все, провязали 6-й ряд. И теперь уже начиная с 7-го и дальше последующие ряды мы повторяем наш раппорт с 3-го по 6-й ряд. Вот эти вот все повторения. И получится вот такая вот плетеная коса, или что здесь получается, даже не знаю, на что она похожа. Вот такой вот узор получится. Красивый. Вяжите с удовольствием.